Такое панно с рамкой в обрамлении цветов я бы назвала уже классическим. В этом видео покажу, как сымитировать деревянные доски, придать предметам благородный состаренный вид и создать общую композицию. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для основы буду использовать переплетный картон толщиной 2 мм. Вырезала прямоугольник размером 20,5 на 42 см. Понадобится 2 таких прямоугольных заготовки из картона. Для придания основе объема и жесткости между двумя слоями картона вклеиваю пенополистирольную плиту толщиной 5 мм. Это потолочная декоративная плитка, которую можно купить в строительном магазине. Использую полимерный клей «Титан». Он не разъедает такую полистирольную плитку, в отличие, например, от клея «Момент Кристалл». Все возможные ссылки на материалы, которые здесь использую, оставлю в описании к этому видео. Сначала приклеиваю один слой картона. Выступающие края плитки подрезаю вровень с картоном. А затем с другой стороны полистирольной плитки приклеила второй слой картона. Получился вот такой бутерброд. Он довольно жесткий и упругий. Из этого же переплетного картона нарезала 3 полосы с размерами 6,5 на 42 см каждая. Полоски приклеиваю на основание, отступая от края и оставляя зазоры между полосками. Получилось вот так, и это стало мне напоминать кусочек ламината. Кстати, думаю, что действительно можно взять за основу и кусок ламината, и затем его задекорировать. Теперь торцы и лицевую сторону окрашиваю акриловой краской белого цвета. У меня это интерьерная краска, которую покупала в строительном магазине. Краску можно использовать как для художественных работ, так и строительную, как у меня. Сначала кажется, что краска ложится совсем не укрывисто, но после высыхания все отлично покрашено с первого раза. Обратную сторону я не закрашивала. Обычной парафиновой свечой промазываю места, где хочу, чтобы потом проступила белая краска. Это периметр каждой полоски, а также немного прохожусь по самим полоскам. Кистью аккуратно смахиваю мелкие кусочки парафина, которые не закрепились на поверхности. Теперь смешиваю акриловые краски разных цветов и оттенков, добиваясь нужного мне коричневого цвета. И закрашиваю всю поверхность, опять же оставляя нетронутым задник. Добавляю немного воды, чтобы разбавить густоту. Когда краска высохла, кусочком картона снимаю парафиновые потертости, и под ними проявляется и проступает белая краска первого слоя. И теперь поверхность покрываю прозрачным акриловым лаком. С обратной стороны сразу же закрепляю подвес. В качестве подвеса обычный хлопчатобумажный шнур, концы которого вклеиваю под картонные кружки.
В одной из своих работ я уже использовала такую ажурную рамку. Вообще, она продавалась как подхват для штор в магазине Fix Price, но она очень похожа на фоторамку. Ее размер 18 на 20 сантиметров. Цвет у нее красивый, но мне нужен светлый. Поэтому окрашиваю рамку акриловой краской белого цвета. Здесь хочу отметить, что для такой рамки лучше использовать аэрозольную краску. Это будет ровно и без прокрас. К тому же моя рамка пластиковая, а акриловая краска за такую поверхность не очень хорошо берется. Но мне не обязательно нужно получить ровный белый тон, так как я буду придавать рамочке состаренный вид. Когда краска высохла, рамку покрываю акриловым лаком. Проступающий коричневый цвет в основном исчезнет после высыхания лака, но местами останется, что мне и нужно. Сильно развожу водой акриловую краску шоколадного оттенка. Это краска с металлическим эффектом. И добавляю кисточкой краску в углубление рельефа рамки. Излишки краски сверху промакиваю салфеткой и даю время краске высохнуть. Теперь другой акриловой краской с сильным золотым пигментом с помощью жесткой кисти тонирую выступающий рельеф на рамке. Вот такой состаренный вид у рамочки получился. Теперь наклеиваю готовую рамку на основание. Расстояние от верхнего края 8 сантиметров. С помощью трафарета и акриловой текстурной пасты наношу рисунок. Для украшения использую искусственные цветы и веточки. Это все остатки от разных букетов. Все элементы приклеиваю на термоклей. Сразу определяюсь с центром и направлением цветочной композиции. Центр будет смещен немного влево от центра рамки, поэтому концы этих веточек начинаются от центра. Затем в сам центр я приклеиваю соцветия розовых цветов.
эти цветочки были в букете гортензии. Обратите внимание, что направление цветочной композиции я располагаю в линию под наклоном. Зеленые веточки располагаются справа и слева от розовых цветов, но тоже в направлении основной оси цветочной композиции. Добавляю мелкие розовые цветочки. И мелкие белые соцветия. Чтобы добавить к композиции еще больше легкости и нежности, приклеиваю перышки цесарки. Они очень декоративны и всегда ассоциируются с весной, по крайней мере у меня. А весна уже близко, и с ней надежда, что мы, наконец, переживем темные зимние времена. Ведь не все любят зиму, я вот не очень. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.